все эти фрустрации, противоречия мужской гендерной роли часто называют кризисом маскулинности. О нем много пишут, начиная с 90-х годов, когда стали окончательно складываться современные формы семьи и гендерных отношений. В России ситуация усугубилась еще значительными изменениями социального порядка, когда возникали и быстро устаревали новые формы гегемонной маскулинности, например, новый русский предприниматель или криминальный авторитет. Тогда же выяснилось, что мужчины хуже женщин приспособлены к переменам, очень болезненно переносят потерю роли кормильца семьи. Ну вот это еще до 90-х годов можно вспомнить пресловутого слесаря Гошу из фильма «Москва слезам не верит». Слесарь Гоша – это, казалось бы, образец такой успешной гегемонной маскулинности. Он профессионал, он обаятельный и решительный. Когда нужно, он может подраться. Но какой же травмой для него является известие о том, что его любимая женщина занимает более высокую позицию и зарабатывает больше, чем он, вплоть до разрыва отношений. Вот это все уязвимости мужской гендерной роли, которые приводят к депрессии, к различным болезням и прочим кризисным явлениям. При этом мужчины не готовы расстаться со своей гегемонной ролью, даже несмотря на то, что приходится платить за нее вот всю эту цену. Ранние смерти, переработки, постоянную конкуренцию. Не то чтобы они делают этот выбор сознательно, но большинство из них просто не может помыслить себя вне этих гендерных культурных рамок, потому что все их воспитание, все требования, которые предъявляет им общество, по-прежнему находятся в этой плоскости. Поэтому сейчас можно говорить по поводу виктимности маскулинности. Мужчины активно жалуются на ту общественную роль, которую им приходится играть. Движение #MeToo и разного рода скандалы, связанные с сексуальными домогательствами, они значительно усилили эту тенденцию, потому что опять изменились правила. Мужчины теперь не понимают, какие формы сексуального поведения уместны. Можно ли обнять свою коллегу на вечеринке, или это будет воспринято как домогательство. Если ты начинаешь ухаживать за незнакомой девушкой, чем кончится это ухаживание? Не обвинит ли она тебя в изнасиловании, после того, как вы уединитесь? Сексуальные встречи для мужчин стали рискованными, непредсказуемыми. Для женщин вообще-то всегда были такими, но для мужчин это совершенно новый опыт, который тоже относится к кризису маскулинности и усиливает их виктимное самоощущение. Молодая исследовательница Орсон Моррисон, которая изучала формы мужского движения и других ресурсов, где мужчины обмениваются соображениями по поводу своих проблем. И вот какие проблемы удалось ей выделить. На что жалуются мужчины, о чем на самом деле говорят мужчины. Во-первых, это проблема, связанная с необходимостью поддерживать в должном порядке свою телесность. Это обязательное занятие спортом, это обязательная хорошая физическая форма. Многие мужчины любят это, но не все. А требование такое предъявляется ко всем. Ожидается, что каждый успешный мужчина выглядит хорошо. Он должен быть готов к роли защитника. На самом деле не все мужчины готовы к этой роли защитника, и не все мужчины готовы, например, отдавать свое тело на прокат государству для службы в армии. Кто-то делает такой выбор, для кого-то этот выбор кажется тяжелым и неприятным. Тем не менее, обязательный воинский призыв никто не отменял. Другая проблема, на которую мужчины жалуются, это навязанная им форма эмоциональных и сексуальных отношений. Мужчина должен быть успешен в сексе. Если не отношения, то, по крайней мере, сексуальные встречи у него должны быть. И более того, он не только должен получать от них удовольствие, он должен доставлять удовольствие партнершам, партнерши должны ходить за ним табуном, то есть он должен быть в этом смысле очень успешным человеком. Но это достаточно сложно делать, тем более в условиях усложнившихся современных требований к сексуальности. И вот это требование, которым мужчины тоже очень недовольны. Многие из них пишут о том, что лучше вообще воздерживаться от таких непредсказуемых отношений, потому что идеальную партнершу сейчас найти очень сложно. Более того, многие мужчины вообще жалуются на то, что им предписывается обществом активная роль – ухаживать, добиваться взаимности, дарить цветы, платить в ресторанах. Тут дело не в деньгах, а в том, что ты должен брать на себя всю эту нагрузку с непредсказуемым результатом. И все больше и больше пишут они о том, что хотели бы, чтобы эту роль брали на себя женщины, принимали решения, оказывали внимание, говорили, в конце концов, внятно, чего от них хотят. Мужчины добиваются для себя права быть слабыми. Каким образом можно этого добиться? Некоторые мужчины считают, что большее гендерное равенство могло бы снять эти проблемы.
Но другие не готовы к этой постановке вопроса. Они хотели бы сохранить большее внимание и привилегии, но при этом отказаться от тех форм гегемонной маскулинности, которые связаны с долженствованием, которые давят на них, потому что мужчина — это не только человек командующий, да, и получающий какие-то от этого ресурсы. Мужчина — это человек ответственный. Мужчина — человек, который должен рисковать собой. И вот это те аспекты маскулинности, которые все более и более оспариваются в современных мужских формах. На самом деле это протест против существующих гендерных норм. Но пока это протест такого рода, который часто выливается в женоненавистничество и в призывы к таким изменениям, которые бы сохранили мужскую привилегированную роль, но избавили маскулинность от традиционно присущих ей обязанностей.